Здравствуйте, дорогие мои друзья, и спасибо, что заглянули ко мне на канал, на котором мы с вами готовим косметику только из чистых натуральных продуктов. И сегодня я вам предлагаю сделать вместе со мной одну очень простую масочку, которая будет состоять из пюре груши, у меня где-то столовая ложка здесь, 1 чайная ложка крахмала, сегодня у меня картофельный крахмал, который великолепно подтягивает кожу, и пару ложек сливок. Почему говорю пару ложек? Будем смотреть, какой консистенции наша маска будет становиться, когда продукты начнут входить во взаимодействие. И напоследок мы с вами добавим 4 капли коллагена. Ну что, начинаем смешивать все компоненты. Все это очень просто. Я сначала высыпаю наш крахмал. Теперь к нему добавляю пюре из груши. Пюре из груш можно сделать как из свежей груши, взять мякоть и хорошенько ее размять. Также можно сделать, как это обычно я делаю. Я в микроволновой печи буквально грушу подогреваю на высокой температуре пару минут и потом делаю пюре. Такое пюре я всегда делаю для всей своей выпечки, которую можно кушать и при диабете 2 типа, потому что груша делается очень и очень сладкой, вот это пюре. И вместо сахара я ее добавляю в все свои рецепты. Видите, маска уже такая, она загустевает за счет крахмала, и поэтому мы чуть-чуть введем наших сливок, немного, потому что маска все-таки должна быть такой консистенции кремообразной. Так что аккуратненько вливаем буквально 1 столовую ложку. Все, больше нам не понадобится, иначе маска получится очень жидкой. Еще раз это все хорошо вымешиваем. Хочу вам сказать, что запах у этой маски очень и очень приятный за счет вот этого самого пюре из груши. Прям, знаете, такое настроение фруктовое. Вот. Видите, уже такая масочка хорошая. И я думаю, больше не нужно нам добавлять сливок. Но опять же, все как вы любите. Если вы любите более густую маску, то можно меньше добавить. Если менее, если вы хотите более жидкую, то тоже добавите. Так, 4 капли, я сказала, мы добавляем коллагена. 1, 2, 3, 4. Все. И вымешиваем еще разок. Все тщательно должно быть перемешано, чтобы не было никаких у нас крупинок с вами. Вот, пожалуй, и хватит. Так наша масочка выглядит. Теперь обязательно делаем тест на аллергенность и умываем наше лицо хорошенько и встречаемся в ванной комнате через пару минут. Вы уже сделали тест на аллергенность? Если все хорошо, тогда приступаем к нанесению маски. Лицо мы тоже также должны помыть или распарить, все как обычно. И будем наносить масочку по массажным линиям. Я пару слов скажу о самой маске. Она очень приятная в нанесении, пахнет хорошо этой самой грушей, пюре груши, да? И подходит для любого типа кожи. Она совершенно не аллергенная. Почему? Потому что сюда ничего такого не входит. Пюре груши. Груша чем знаменита? В ней очень-очень много полезных веществ, таких как аскорбиновая кислота, различных фруктозных кислот, опять же, да. И это все способствует омоложению нашей возрастной кожи. А крахмал тоже совершенно не аллергенен. Он подтягивает нашу кожу и делает такой лифтинг-эффект. Когда мы смоем эту масочку, вы уже увидите, как личико ваше пропиталось, посвежело и посветлело. Почему? Потому что за счет сливок, множество аминокислот, жиров полезных и других чудесных компонентов, о которых я обязательно напишу под этим видео,
Они хорошо взаимодействуют, все эти три компонента между собой, и омолаживают и питают нашу кожу. Видите, какие мы с вами прихорошенькие. Маску эту можно накладывать абсолютно везде. И под глазами, и на нашу шею, и на область декольте, что очень-очень важно. Почему? Потому как с возрастом наша шея, к сожалению, как и другие наши органы и прекрасное наше тело, склонны к старению. И мы должны не забывать о шее и о нашем декольте, и также их подпитывать, чтобы мы были с вами красавишными. Масочку мы держим 20 минут, потом смываем теплой водичкой. Можете взять полотенце, его немножко намочить в горячей воде, приложить к лицу, только крахмал будет стягивать, да, размочить этот крахмал и потом смыть и нанести свой уходовый крем. Маски у нас не так много получилось, то есть ее здесь на раза 3-4, не больше. Делайте эту маску через день или каждый день тоже можно, она совершенно, повторюсь, не принесет вам никакого вреда. И как только заканчивается эта порция, которую вы храните в холодильнике, естественно, мы делаем перерыв, чтобы не было привыкания кожи к определенному типу масок. То есть переходим на другие мои рецепты. Дорогие мои, спасибо, что сегодня были вместе со мной. Спасибо за ваши комментарии, за то, что вас становится все у меня больше и больше. Я вас всех очень люблю и желаю вам крепкого здоровья, молодых. И желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви, молодости и красоты. До новых встреч, до новых рецептов. С вами была Виктория. Пока!